Проводные наушники, которые впечатляют своим звучанием за столь скромную цену. Также они могут похвастаться отличным комплектом, великолепным кабелем, неплохими материалами и дизайном, который однозначно выглядит дорого и интересно. Это малая часть того, что действительно могут зацепить наушники под названием Muse Hi-Fi Power. Я знаю, большинство из вас их знают, если вы аудиофилы. Перейдем же к обзору. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Вопреки всему и несмотря ни на что, все еще ежедневно на канале Пользы.нет я выгружаю обзоры, притом разные, начиная от скутеров, наушников, телефонов, кроссовок Xiaomi и заканчивая вот этой вот прелестью, о которой я сейчас вам буду рассказывать и которую я сейчас распаковываю. Этот бренд знают практически все, кто является аудиофилами. Muse Hi-Fi. Разумеется, это Китай. Разумеется, все довольно странно упаковано. То есть я ожидал какой-то мега фееричной упаковки, а здесь эконом. С одной стороны. С другой стороны блестяшка. С третьей давайте спеки прочитаю. Здесь особо и не прочитаешь, потому что... Нет, прочитаешь на русском языке. Вот она, наконец-то какая-то связь с Китаем. Ручная роспись плюс металл с ЧПУ, полость для 3D печати медицинского назначения. О, обалденный просто перевод. Эксклюзивная 14,5 миллиметровая акустическая структура с плоской нанодиафрагмой. Революционный плоский дизайн, по-моему, про дизайн 3 раза уже. И коаксиальная структура высокочастотного импортного монокристаллического медного провода. Ну, они надеются, что провод нам не придется менять. По моему опыту, даже в таких наушниках с такой неплохой стоимостью провод менять нужно. Но, опять же, не сразу. Вскрываем. Все, цвет, блеск, красота, барабанная дробь. Нет, он не из металла. Это отлично, потому что я помню бокс из металла. Это было, конечно, классно. С точки зрения выглядело прикольно. Но вот функционал был нулевой. Сами наушники выглядят как что-то из разряда произведения искусства. Верю, что это вручную все расписывалось, но по какой-то мне непонятной причине здесь какая-то грязючка. Ну, вы ее уже не увидите, потому что она уже исчезла. Но какие-то мелкие царапинки есть. Химией не пахнет. Из прелестей, разумеется, это супер шикарный комплект амбушюр. В количестве получается 1, 2, 3, 4, 5. То есть 12 пар амбушюр, агигей. Притом я здесь не вижу пенных. Минусом в карму не вижу сменных сеточек для звуковода. Но зато у нас есть щетка. Щетка для того, чтобы чистить этот звуковод, притом по полной программе он так полезный. Очень нравится мне бокс, такой простенький с одной стороны, легкий, но плотный. Что это такое? Это супер-мега проводные наушники с не Г-образным, а прямым штекером. Ну ладно, 0,78 мм, по-моему, у нас великий ужасный коннектор. Будем пробовать. Раз. С очками, как всегда, любые наушники супер удобными не кажутся. Очень интересный кабель. Я первый раз такое встречаю. Возможно, лютые аудиофилы что-то встречали подобное. Огромные они по размеру. По моей чашке я специально на звуководы не надеваю амбушюры, потому что, опять же, их надо будет подбирать. Если брать удобство, то я понимаю, насколько они большие снаружи, но у меня сели они хорошо. Напоминаю, что у меня среднего размера уши. Единственное, что надо. 11 граммов весит 2 наушника, и я ожидал большего. За щеточку отдельный респект. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку, комментарий к любому видео. Помимо этого, не забывайте, что сейчас выгодно покупать через Kiwi при курсе 62 рубля за доллар на Kiwi и на Алиэкспрессе за 71 рубль. Так было сегодня, когда я записываю текст под этот ролик. Как будет завтра, неизвестно. Все время приходится ухищряться. Смотрите в телеграм-канале скидок, объясняю, как именно это делать. Я уже закупился, допустим, Neo 3 стоил ровно 20 тысяч рублей. OnePlus 10 Pro, да, 10 Pro с глобальной версией прошивки ровно 40 тысяч рублей. И это не какая-то рекламная кампания, это просто курс с ума сходит. У Али не так. Перейдем же к проводным наушникам. Полетели. Поставляются наушники в единственной расцветке, которую вы наблюдаете на экране. Дизайн интересный за счет формы самих наушников, но из-за вставки с блестящим узором для мужчин, я думаю, это не самый лучший вариант. Опять же, это лично мое мнение, и если вы не живете в большом городе, в принципе, не важно. Основная часть изготовлена из прозрачной
смолы, а окантовка металлическая. Во всяком случае, по ощущениям именно так. Смотрятся они действительно хорошо, так как через прозрачную часть не виднеется клей или что-то подобное. Все аккуратно и грамотно. Сборка порадовала однозначно, как и материалы. Вдобавок, наушники довольно легкие. Один наушник без амбушюры весит 6 граммов, а вот размеры внушительные: 18 на 25 на 23 миллиметра. Но опять же, не забываем, что это аудиофильские наушники, еще и проводные, ничего удивительного. С другой стороны, вы же понимаете, что без провода их тоже можно использовать, и приспособлений придумано уже море этих Bluetooth-ресиверов. На канале было как минимум 4 штуки. Одним из таких я и пользуюсь, кстати. Звуковод средней длины, круглой формы, 5,9 на 3,1 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюр, что хорошо и не у всех так, и металлическую сетку, что очень даже хорошо. На корпусе расположили также название производителя, маркировку Left и Right, компенсационное отверстие, а соединение с кабелем происходит через двухпиновые коннекторы на 0,78 мм. Я такой разъем не люблю, но многим он, наоборот, больше даже нравится. Эргономика наушников хорошая. У меня наушники после тщательного подбора амбушюр сели плотно, но не сказал бы, что супер удобно. Мне лично они понравились больше, чем оператору Игорю, но на то и уши разные. Я смог прослушивать музыку в них не больше 1,5 часов, так как появляется небольшой дискомфорт. Если привыкнуть, я уверен, что можно и часов 6 будет слушать, но с другой стороны, а кто столько слушает? Если потрясти головой, то наушники не вылетают, пассивная звукоизоляция хорошая, из ушей торчат, но не сильно. Далее, кабель из монокристаллической меди 6N с монокристаллической медной посеребренной оплеткой и коаксиальной структурой, плюс лидз, конечно же, бескислородный. Длина его 120 сантиметров, вес 28 граммов. Внешне лично мне он понравился, также и тактильно. Также он довольно плотный, и за время моего использования не запутывался. С одного конца прямой мини-джек на 3,5 мм с металлическим корпусом. Также есть металлический бегунок, что удобно. Напоминаю, что прямой мини-джек это не для меня. Я больше фанатею от Г-образных. По мне они удобней. Заушины не натирают и не мешаются. В целом кабель достойный. Также в комплекте идет набор амбушюр, которые, к слову, по качеству хорошие. Но пенных амбушюр зажали, не положили. Что редкость для такого рода наушников. Обычно пенные запихивают в комплекты. Коробочка для переноски мне очень понравилась. Она удобная и хорошо прошита. Размеры 69 на 35 на 85 мм. Летим дальше. Оснащены наушники магнитными драйверами диаметром 14,5 мм с плоской диафрагмой. Акустические камеры реализованы для снижения искажений и сохранности целости выходного сигнала. Чувствительность 106 дБ, сопротивление 32 Ома, диапазон частот с запасом 10 Гц, 40 кГц. И вот это уже прям аудиофильский запас. Но, с другой стороны, все это оправдано. Можете посмотреть очень много научных роликов на YouTube, почему делают такие запасы относительно того, что мы слышим. Это правильно. Затухание никто не отменял. Летим дальше. Звучание тестировал с комбайном FIA K5 Pro, также с FIA BTR5, так называемым свистком, и плеером Shanlink M8. Да, я знаю, что 9 есть. Посмотрите на его стоимость. Стоимость неплохой такой поддержанной русской машины. График АЧХ, конечно же, я предоставляю. Возможно, кому-то он будет полезен. Хотя вы знаете, что уши надо слушать. Звучание с упругим басом и действительно впечатляющим. Средний бас присутствует с хорошей такой проработкой и детальностью. Многослойность ощущается отчетливо. Средние частоты имеют великолепный баланс, а высокие отлично дорабатывают общую картину прямо в стоке. Детальность звучания великолепная. За такую стоимость я не ожидал. Сцена широкая. Опять же, для затычек помним, что полноразмерные в этом смысле при любом раскладе на 10 шагов впереди. Глубина присутствует, ощущение пространства есть. В целом, само звучание действительно завораживающее за эту цену, и оно имеет собственный вкус. Я думаю, вы поймете, кто слушал, о чем я. Оно подойдет как для спокойного отдыха в домашней обстановке, так и для прогулки. Лично я спокойно прослушивал разные жанры музыки без проблем. При необходимости они дают прямо конкретный драйв и энергию. Но лучше всего, по моему мнению, они справляются с музыкой, в которой присутствует инструментал и вокал, особенно женский. Минусы, как по мне, эргономика наушников подойдет не каждому. Опять же, как и все нужно примерять. Прямой штекер лично для меня неудобен, хотелось бы Г-образный. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что у Kiwi курс сегодня супер приятный. Вопрос, насколько продлится возможность платить им, как мы видим, ненадолго. Так что, если вы что-то решили брать, не обязательно уши, а даже что-то крупное. Напоминаю, кстати, что 1000 евро это предел по стоимости без таможни в России. То есть на 1000 евро вы можете ноутбуками сейчас закупаться спокойно, и все придет. Все приходит, телефоны идут 3-4 недели. Вот на основное вам ответил. Так, все вопросы в телеграм-канал взаимопомощи 12 тысяч человек и телеграм-канал скидок 48 тысяч человек. Посмотрите, сколько всего сейчас продается, и все это будет на канале. Либо уже было. Резюмируем. Muse Hi-Fi Power меня лично удивили за свою стоимость. Не могу сказать, что я в диком восторге от блестящего дизайна,
честно, мне он не по душе. И от их посадки. Но звучание действительно достойное, так как оно имеет четкие средние частоты, шикарнейший бас, многослойный, детальный и отлично проработанные высокие частоты с широкой сценой. Опять же, для затычек что-то невероятное. Также отмечу, что в комплекте идет сразу же отличный набор силиконовых амбушюр и чехол для переноски. Не забываем подписаться на канал, пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Девайсу однозначное да. В перспективе будут наушники Poco послезавтра. Завтра будет новый OnePlus Nord SE2 Lite. И в перспективе еще море всего. Напоминаю, что OnePlus, кстати, 3 эйса выгрузили разных, так что не запутайтесь, нечаянно IPS-ку не купите вместо AMOLED. Кто знает, тот понял. Добра и удачи вам, дорогие друзья!